Добро пожаловать на мой новый канал. Пожалуйста, напомни, когда он постареет, иначе он будет вечно юным, как задачник под редакцией Сканави, первое издание которого вышло в 1969 году. Итак, система тригонометрических уравнений из шестого издания. При этом все три искомые величины находятся строго в первом квадранте, больше нуля и меньше b пополам, что мне существенно помогло в решении задачи. Требуется определить синус альфа. Предлагаю подумать. Об ОДЗ можно не беспокоиться, поскольку в строго первом квадранте все тригонометрические функции определены и строго положительны. Эта положительность положительна в том смысле, что можно без опаски возвести все три уравнения в квадрат, что дает возможность применить хорошо известную формулу, позволяющую выразить тангенс квадрат через косинус квадрат. Используя полученные точно, находим из третьего уравнения выражение для тангенс квадрат гамма и поставляем полученное выражение во второе уравнение системы, избавившись таким образом от гамма. Следующее на очереди избавление от бета. Снова воспользуемся нашим тождеством, найдем выражение для тангенс квадрат бета и поставим в первое уравнение. Получили уравнение, содержащее только альфа, из которого следует найти синус альфа. Хотите подумать? Не возражаю. Умножим числители и знаменатели дроби правой части на косинус квадрат альфа. Поскольку произведение тангенса на косинус есть синус, получаем вот такую дробь, в результате чего в уравнении остаются только квадраты синуса и косинуса. Поэтому напрашивается подстановка синус квадрат альфа равно х. Причем внутри квадранта х больше нуля и меньше единицы. А косинус квадрат альфа это, конечно, 1 минус х. Подставили и упростили правую часть. Далее, конечно, умножаем обе части уравнения на знаменатель и одновременно раскрываем скобки в левой части. Если перебросить все влево и перевести подобное, оказывается, что уравнение можно разделить на 2. Поэтому делим на 2 и решаем полученное квадратное уравнение. Так как корень из 5 больше 2, но меньше 3, оба корня положительные. Но корень с плюсом больше единицы, поэтому подходит только корень с минусом, который и есть синус квадрат альфа. Помним, что синус альфа положителен, а потому является арифметическим квадратным корнем из правой части. И в этом случае к нашему великому удовольствию удается избавиться от вложенного радикала. Умножим числитель и знаменатель на 2 и запишем числитель так, чтобы всем было понятно, что это полный квадрат. Итак, ответ задачи половина от корня из 5 минус единицы. По случайному совпадению это в точности упомянутая в моем предыдущем видео величина φ малая, обратная золотому отношению и равная удвоенному синусу 18 градусов. Угол данной задачи равен трансцендентному количеству градусов чуть больше 38. Тем не менее, поскольку его синус выражается только арифметическим действием и квадратным корнем, такой угол можно построить с помощью циркуля и линейки. И это все.